У вас никогда не было ощущения, когда вы не понимали, где реальность, а где иллюзия? Уверен, что было, ведь все мы видим сны. Хорошие, плохие, яркие и не очень, интересные, а иногда и абсолютно бессмысленные. В своих снах мы проживаем тысячи жизней, тысячи историй, видим удивительные вещи, подобные которым нельзя встретить наяву. До последнего момента мы не осознаем, что спим, и лишь когда луч утреннего солнца предательски бьет в глаза, мы понимаем, что все это было лишь игрой нашего воображения. Образы тускнеют, детали стираются, а то, что казалось таким реальным пару минут назад, исчезнет из памяти. А теперь представьте, что вся ваша жизнь – это один сплошной кошмар, и лишь в редкие минуты сна вы по-настоящему живете. Тема раздвоения личности не нова в кинематографе. Она тесно связана с извечной борьбой двух сущностей – добра и зла, правды и лжи, тьмы и света. Альтер-эго, как правило, сочетают в себе противоположные качества главного героя. Но давайте разберемся, что представляет собой понятие раздвоения личности. Раздвоение личности в культуре. В психиатрии раздвоением личности принято называть диссоциативное расстройство идентичности. Также используется диагноз расстройства множественной личности. Это редкое психическое расстройство, которое возникает в ответ на тяжелые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Данное расстройство является крайним проявлением механизма психологической защиты, при котором человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то другим. Личность человека разделяется на два и более, при этом каждая личность обладает своими качествами, именами, поведением и мировоззрением. После так называемого переключения активная в данный момент личность не может вспомнить, что происходило, когда была активна другая личность. По причине большой редкости данного расстройства само существование диссоциативного расстройства идентичности долгое время ставилось под сомнение и часто приписывалось к проявлению шизофрении. Первыми упоминаниями раздвоения личности в культуре можно считать наскальные рисунки, изображающие шаманов, перевоплощающихся в животных. Также след альтер-эго прослеживается и в религии, например, одержимость. Одним из первых, кто воплотил идею о раздвоении личности в литературе, был Роберт Льюис Стивенсон. В его готической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» уважаемый доктор и ученый Генри Джекил открывает, что каждая личность состоит из двух сущностей. В ходе своих экспериментов ему удается найти способ передать главенствующее положение его темному альтер-эго мистеру Хайду. Потеряв контроль над самим собой, он в отчаянии убивает себя. Также следует упомянуть сказку «Тень» Ханса Христиана Андерсена, в которой тень занимает место своего владельца. В 1957 году на экраны выходит картина Наннали Джонсона «Три лица Евы». Скромная домохозяйка Ева Уайт обращается за помощью из-за провалов в памяти. Выясняется, что помимо главной героини в ее теле живет еще две личности – развязная девица Ева Блэк и интеллигентная уравновешенная Джейн. 3 года спустя выходит психологический хоррор Альфреда Хичкока «Психоз», основанный на одноименном романе Роберта Блока. Так мир познакомился с легендарным образом жестокого маньяка Нормана Бейтса, который совершал убийство в образе своей покойной матери. В современной культуре принято демонизировать людей с раздвоением личности. Тот же Норман Бейтс основан на реальном серийном убийце Эдварде Теодоре Гейне, который более известен как Плейнфильдский вампир, и также послужил прообразом для кожаного лица, маньяка из культового фильма «Техасская резня бензопилой». Идея о альтер-эго нашло свое применение и в супергеройских комиксах. Тот же Брюс Бэннер, борющийся с внутренним монстром Халком, окружной прокурор Готэм-Сити Харви Дент и его метаморфоза в мафиозного босса Двуликого, журналист Эдди Брок и инопланетный симбионт Веном. Дуализм этих героев демонстрирует наличие в себе двух конкурирующих начал – добра и зла. Вышедшая в 1994 году комедия «Маска» с Джимом Керри в главной роли является типичным примером борьбы двух начал, но в отличие от предыдущих картин,
С помощью нестандартного подхода, с которым авторы подошли к теме раздвоения личности, они сумели превратить идею о темном альтер-эго в увлекательную комедию. Фильм «Я, снова я и Ирен», снова с Джимом Керри в главной роли, продолжил эту тенденцию. Французское кино также знает примеры подобных проявлений. Вышедшие в один год фильмы «Лабиринты» Рене Манзора и «Кровавая жатва» Александра Ажа были хорошо встречены зрителями по всему миру, но тем не менее остались незамеченными в России. Если вы хотите узнать побольше о таких фильмах, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я подготовлю для вас подборку лучших фильмов про раздвоение личности. Сейчас же давайте рассмотрим примеры, когда личности не просто два, а больше, гораздо больше. И да, такие случаи встречались и в реальной жизни. Два следующих фильма, о которых пойдет речь, основываются на истории реального человека Билли Миллигана, который страдал от диссоциативного расстройства личности. Их у него было 24. Билли Миллиган и его 24 личности. Найт Шьямалан известен своей неоднозначностью. Многие называют его гением, и с этим нельзя поспорить, ведь амбициозный режиссер ворвался в мир большого кино с мистической картиной «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Были у Шьямалана и другие достойные картины, например, «Знаки» и «Таинственный лес» с тогда еще неизвестным широкому зрителю Хоакином Фениксом. К слову, именно он первоначально рассматривался на главную роль в «Сплите», но по стечению обстоятельств возможность сыграть киноверсию Билли Миллигана выпала Джеймсу Макэвою. Но многие помнят его за провальную экранизацию мультфильма «Легенда об Аанге» и за не менее странный фильм «После нашей эры» с Уиллом Смитом в главной роли, что закрепило за режиссером статус опального и осуждение в излишней претенциозности и эгоцентризме. Психологический триллер «Сплит», вышедший на экране в 2017 году, возродил карьеру Шьямалана и произвел фурор. Фильм, в котором один актер примерит на себя маски по меньшей мере 8 персонажей, звучит грандиозно. По заверениям режиссера, основная идея картины была придумана еще 18 лет назад, и так называемый «Зверь» уже изначально был во вселенной Неуязвимого. Но он не вписывался в концепцию фильма, и было решено заменить Зверя на Мистера Стекло. «Сплит» же, задуманный как сольник Origin Зверя, оказался вовсе не о звере. Желая представить историю второстепенного персонажа оригинального фильма в самостоятельное произведение, приправленное сверху попыткой съехать на недосказанности темы множественного расстройства личности, Найт Шьямалан представил картину «Сплит» как картину, затрагивающую щепетильные темы детского насилия, педофилии и людей с психическими отклонениями. Ключевая сцена фильма, когда Кейси наставляет ружье на зверя, сменяется флешбеком, в котором на месте личности Кевина стоит ее дядя. Тогда далеко в детстве она не смогла нажать на курок, сейчас же взрослая Кейси находит в себе силы преодолеть страх и стреляет. Пули не наносят никакого урона зверю, но важно здесь то, что путь, который пришлось пройти героине, в конечном счете сделал ее сильнее. Несмотря на феноменальную актерскую игру Макэвоя, его удивительную способность к перевоплощению и поразительную мимику, проблема заключается в том, что мы смотрим на Кевина Крамба со стороны, с перспективы других людей. Мы смотрим на него глазами Кейси Кук и доктора Карен Флетчер. По этой причине Кевин воспринимается прежде всего как один человек с психическим расстройством, а не как 23 отдельных личности. Более того, в фильме мы увидим проявление лишь 8 личностей, а основное внимание акцентируется на 4 главные. Это дизайнер Барри, педант Деннис, Патрисия и 9-летний Хедвиг. И такое художественное решение можно понять. Практически невозможно изобразить на экране 23 отдельных человека, тем более если их всех должен отыгрывать один актер. Личности Кевина представляют собой подобие семьи, они знают о существовании друг друга, похоже, что внутри сознания Кевина они могут взаимодействовать между собой, в том числе и с самим Кевином, но не делают этого, потому как боятся, что он навредит себе, а значит и всем остальным. Таким образом, бразды правления достаются Деннису, как наиболее ответственной личности. Каждая личность имеет свои отличительные черты.
Они по-разному одеты, говорят по-разному. Похоже, что даже их физические кондиции могут отличаться. В идентификации Джеймса Мэнголда мы как раз можем увидеть, что творится в сознании человека с множественным расстройством идентичности. Личности Малкольма Риверса не знакомы между собой. Они встречаются в первый раз в мотеле, отрезанном от остального мира во время грозы. Мы до последнего не знаем, что все это лишь плод больного воображения, хотя авторы оставляют кучу подсказок. Начиная от странных имен персонажей и их одинаковой даты рождения, заканчивая книгой на заднем сидении машины и вставок с самим Малкольмом. Как известно, личности способны брать контроль над телом, и, похоже, герои идентификации существовали и проживали свои жизни как самые обычные люди. В бойцовском клубе Дэвида Финчера зритель знакомится с харизматичным лидером тайного сообщества Тайлером Дёрденом. Он олицетворяет в себе маскулинность, которой так не хватает главному герою. Тайлер умен, уверен в себе, решителен в поступках и не знает, что такое страх. В основе его мировоззрения лежит влечение к смерти. Но вопреки всеобщему убеждению, помимо Тайлера, в голове главного героя живет еще одна личность. Та, что остается с ним в конце и смотрит, как взлетают на воздух небоскребы. Марла Сингер, таинственная курящая женщина, появившаяся из ниоткуда. Их странные взаимоотношения между Тайлером, главным героем, и Марлой олицетворяют борьбу начал. В развязке Тайлер исчезает после попытки суицида главного героя, но на самом деле он всего лишь притаился. Намек на это оставлен режиссером в виде 25-го кадра прямо перед титрами. Итак, в идентификации Джеймса Мэнголда и в бойцовском клубе Дэвида Финчера мы до последнего не подозреваем о сюжетном твисте. Личности, воплощенные разными актерами, настолько живо смотрятся, что мысль о том, что все они всего лишь часть одной расщепленной личности, просто не укладывается в голове. Повествование идентичности строится на флешбеках, которые отождествляются с мыслями героев. Перспектива, с которой мы наблюдаем за действием, сменяется от героя к герою. Такое художественное решение было выбрано сознательно. Благодаря этому многое остается за кадром. И именно из-за этого концовка становится такой непредсказуемой. В бойцовском клубе мы также видим флешбеки, когда главный герой осознает, что Тайлер есть он. Но в отличие от идентификации, они демонстрируют взгляд со стороны. И если у Финчера это используется для неожиданной развязки, то у Шьямалана на этом построено все повествование. В финальной сцене идентификации, когда персонаж Джона Кьюсака внезапно осознает, что является лишь выдуманной личностью, мы видим перед собой прежде всего отдельного человека со своими мыслями, мечтами и страхами. И что же может быть страшнее, чем осознание того, что вся твоя жизнь всего лишь иллюзия, а ты всего лишь плод больного воображения?